Всем привет, уважаемые любители классики. У меня сегодня для вас 3 или даже 4 новости. Начнем, пожалуй, с самых коротеньких. Первое – это то, что Blizzard решили не забивать на сезон мастерства и продолжат выпускать оригинальный контент. Если это так можно назвать. Сезон мастерства подразумевал то, что выйдет фреш ванилки, но с более глубоким подходом к желаниям комьюнити. Если говорить простыми словами, первый сезон, по всей видимости не последний, планировался выйти с упором на PvE. То есть рейды первой фазы переделали так, чтобы вам было интересно. К разработке подключились ребятки, отвечающие за дизайн рейдов Актуала, и явили игрокам переделанный Molten Core и Аниксию с более сложными боссами и обновленными механиками. Не буду говорить, получилось у них это или не получилось, по всей видимости получилось. Реально вышли максимально сложные рейды, закрыть которые удалось немногим. И по факту закрывают их только серьезные коллективы с амбициями и желанием прогресса. И налицо факт, что таких игроков пришло на сезон мало. В основном PvE-шные задроты остались на ПК, а большинство сезон слегка понюхали и ливнули с него в первый же месяц, что весьма прискорбно. Я никогда не видел, как сервера пустели так быстро. Очень быстро. Чтобы вы понимали, сервера потеряли 3/4 своей аудитории меньше, чем за 4 недели. И если на крупных европейских серверах вроде Дреднаута это не так заметно, то русскоязычные и остальные европейские миры выглядят довольно уныло. Говоря про Кровавый Зов, да, на нем остались преданные серверу игроки, которые винят в отсутствии хорошего онлайна что угодно, кого угодно, только не саму суть провального проекта. Но даже у них время от времени возникает желание трансфернуться на Европу. И держит большую часть игроков на зове это отсутствие данного трансфера. Так в чем же суть провала сезона мастерства? Самая главная причина – неоправданные ожидания. От Близов ждали чего-то особенного, а вышло в принципе та же самая классика, вот прям один в один. Не помогли привить интерес ни ускоренная прокачка, ни нерв-бустинга, который по сути просто сменил окрас, ни переделанные рейды, в которых, как оказалось, надо приходить в PvE билдах с полным набором химии, и представьте себе, на рейд тратится гораздо больше времени, чем это было в оригинале. Мало кому по кайфу сидеть по 4 часа на первых боссах с перспективой не убить их вообще. Те, кто освоил МК, молодцы, но таких статиков можно пересчитать по пальцам. А большинство, повайпавшись пару месяцев и не получив никакого лута, просто ливнули проект. Примерно такая же история с PvP-движухой. Ускоренный ранкинг только создавал иллюзию ускоренного прогресса. По факту же, кто задротит, ранги лутает, а кто слакает, ни хера не получает. Близы ясно сказали, скорость прогресса никак не повлияет на сложность классической PvP-системы. Для того, чтобы взять максимальный ранг, вам нужно также фармить тонны хонора и не вылезать с БГ. Только делать вы это должны не 3-4 месяца, а чуток поменьше, что, собственно, для кого-то оказалось неподъемной задачей. Как я уже сказал выше, Blizzard не собираются забивать на сезон мастерства и продолжит экспериментировать с рейдами. То есть на МК разработчики не остановились, и в третьей фазе нас ждет обновленный БВЛ. Какой именно, я не знаю точно, это мы увидим в скором времени, но что известно уже точно, это то, что в свежей сборке на ПТР датамайнеры обнаружили новые скиллы боссов и всякое такое новье, чего раньше в логове Крыла Тьмы не было. Глядя на все это, становится ясно, что обновленные рейды ждут все фазы. Будет новый анкераж, возможно обновленные двадцатки и новый хардкорный Наксрамос, который не факт, что увидит даже четверть игроков, что сейчас играет на сезонных серверах. Что я хочу сказать? Несмотря ни на что, можно выразить Blizzard респект, которые не опустили руки, видя, как сезонно уходят игроки. И продолжают работать для тех, кто остался. Возможно, в скором времени они придут к какому-то более лучшему подходу к фрешам классики, но увидим это мы, скорее всего, во втором сезоне. Следующая неплохая новость – это то, что вы все еще можете восполнить свой недостаток золота на elfmoney.net. Более 13 лет на рынке, только опытные и проверенные исполнители, лучшее качество и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков, как всегда, скидка 10% по промокоду Vanilla10. Ссылка в описании. Далее. Старт Лича планируется в не совсем стандартном виде, какой мы видели 15 лет назад. По непроверенным источникам, я подчеркиваю, источники крайне ненадежные. Это не офф-форум, это не интервью сотрудников Blizzard. Это сообщают крупные американские стримеры, которые намекают, что у них там в команде есть какие-то кореша, которые
По секрету шепнули, что «Гнев Короля Лича» планируется выходить по концепции сезона мастерства. То есть это будет не принцип no change, а игра построена на опыте прошлых ошибок. Больше не будет искусственного восстановления старых багов, чтобы игроки там почувствовали старую атмосферу, как вот было тогда. Не будет нарочно оставленных эксплойтов, которые исправили уже там в следующих патчах. Учтено мнение игроков, которые сейчас активно строчат пожелания на форуме Совета Сообщества и многое другое. Ну, хочется верить, что выйдет что-то годное, и в своем стремлении завоевать сердца фанатов Лича опять Blizzard не перестараются, не сделают какую-нибудь херню. Все-таки на фоне неудач компании должно быть что-то, что принесет им хоть небольшую, но отдушину в виде ремастера до самого популярного за всю историю World of Warcraft дополнения. Ждать ли еще что-то хорошее от компании, я не знаю. Времена у них сейчас не самые лучшие, но тем не менее. Несмотря на все неудачи и нападки, Blizzard все еще остается лидером в жанре ММО и, возможно, если не улучшить, то хотя бы сохранить этот статус. Следующая новость довольно интересная. Я об этом узнал где-то неделю назад, но все как-то не доводилось проверить. И вот вчера я таки добрался до всеми знакомой Ванилы Плюс. Помните, да, на канале выходили как-то ролики по этому проекту. Если вкратце, Ванила Плюс — фанатский проект любителей классики, которые в своем стремлении сделать игру лучше взяли все в свои руки. За 3 года работы создатели перелопатили и сбалансировали PvE и PvP билды, сделав их более играбельными. Отточили механики скиллов, теперь классы не зависят от стандартных билдов, а больше полагаются на стиль игры за ваш любимый класс. Вариантов билдов может быть великое множество. Хотите вы играть от контроля, от ДПС или от выживания, все в ваших руках. До сих пор игроки не вывели какую-то определенную для себя мету и продолжают экспериментировать в поисках лучших решений. Ну и разработчики тоже не сидят на месте, не дают возможности для появления каких-то абузов или слабых мест. Постоянно выходят обновления с нерфами, ляпами, не дают расслабиться и продолжают заставлять игроков изучать свой класс. Над сервером работают уже достаточно долго. За это время закрыли множество слабых мест, которые делали игру на ваниле, не знаю, неудобной или скучной. Добавили разнообразие в PvE контент. Я рискую сейчас нарваться на гневные комментарии игроков, уже рейдящих Ваниле Плюс. Но, по сути, сделаю сравнение, что контент на проекте сроден контенту на сезоне мастерства. То есть боссы не дефолтные манекены из 2005-го, а более насыщенные и требовательные к тактике. Вот так вот. Я же посмотрел на проект с точки зрения казуального игрока, и для меня игра все же не зацикливается на финальных рейдах, а гораздо шире. Это и гибкий подход к разнообразию билдов. Спеки можно менять гораздо чаще, благодаря более быстрому откату повышения цен на смену талантов. Дешевые маунты для лоу-левелов. Мне даже кажется, что Близы эту фичу подсмотрели на Ваниле Плюс и ввели уже у себя в сезоне. Дополнительные маршруты для кораблей. У меня как-то был один видос, где я рассказывал, почему в классике такая всратая логистика. И игроки на прокачке большую часть времени проводят на перебежках между локациями. Одна из причин — недоработанные маршруты перемещения кораблей между портовыми городами. Так вот, залетает на стрим один зритель и говорит: «Дядь, вот ты рассказывал, что корабль должен плавать в Танарис, и не плавает. А у нас, прикинь, сделали, он теперь плавает». Знаете что, это прям офигенное чувство, когда твои предположения оказываются верны. Кто-то думает в таком же ключе и видит недоработки, оставленные Blizzard, вот точно так же. Про все эти фишечки можно долго говорить, они встречаются повсюду, в профессиях, в экономике, в PvP. Как сказал один из давних игроков Vanilla Plus, однажды поиграв тут, будет тяжело отвыкать играть на стандартных серверах Blizzard. Вот. Так, собственно, о чем я? Новость же. Оглядываясь на старые видосы по Vanilla Plus, я часто вижу разочарованные комменты игроков, которым сервер понравился. Все хорошо, любимые классы заиграли новыми красками, все такое. Ну, они перестали там играть, потому что маленький онлайн. И это правда. Онлайн в 2021 был вообще никакой. В лучшие дни достигал до 200 игроков за обе фракции. Ну, что, естественно, ни о чем. Каким бы классный серв не был, маленький онлайн — это мощный сдерживающий фактор, который отпугивает игроков. Но, начиная с начала января, он вырос в несколько раз. Произошла какая-то аномалия. Для начала про сервак снял серию видосов один англоязычный блогер. Видосы набрали довольно неплохое количество просмотров и привлекли игроков. Потом кто-то мне рассказывал, что на сервак залетел еще один крупный китайский стример, подняв онлайн еще больше. Онлайн просто пополз вверх. Сначала это было 500 игроков, что для завсегдатаев сервера уже был шок.
Вот вчера я зашел, пик онлайн 850. 850, Карл, откуда? Откуда эти люди? Я вот честно не знаю. Могу предположить, что это разочаровавшиеся игроки сезона. Может быть, вообще абсолютно новая аудитория. Какая, собственно, разница? Это люди, которые создают опору для новых игроков, которые, может быть, и хотели бы залететь поиграть, но видя онлайн 150 тел, махают на это рукой и уходят. Ну вот, казалось бы, останься, придет кто-то другой, увидит тебя, еще кого-то, тоже останется и так далее. Онлайн вырастет. Ну, как оказалось, это так не работает. Новый игрок хочет видеть сразу живой сервер. Его понять можно. Ну вот, собственно, тот толчок, который может толкнуть сервак к развитию. Главное, как говорится, не провтыкать момент. Я, как уже говорил, зашел на сервак и увидел людей в городах, живые стартовые локи, не поверил. Думаю, как это вообще возможно? Ну, собственно, на что я обратил внимание? Не знаю, кто у кого подворовывает идеи, близы у Ванилы Плюс или наоборот, но я увидел прикольную реализацию хардкор-челленджа. Это, наверное, самое фановое занятие сейчас на сезоне мастерства. Мне показалось, все стримеры поголовно только этим и занимаются. Остальное, я так понял, им не особо интересно. Но на Ваниле Плюс он выглядит как-то более живее. Суть в чем? Начинаете вы сразу с бафом Айронмена. Вам дается предупреждение, челлендж стартует со 2-го уровня. То есть на 1-м уровне вы умереть чем можете. Не знаю как, возможно это просто сделано для того, чтобы игрок мог перебежать из одной стартовой локации в другую. Ну там мало ли, кто-то хочет похардкорить с друзьями или еще что, расы не нравятся. Стартовые зоны не нравятся, такое тоже бывает. Я вот качаю друида, но хочется мне это делать в Элвинском лесу, а не под Эльдрасилом. Ну, неважно, челлендж стартует со 2-го уровня. Баф Айронмена дает повышение урона и хила на 5%, что уже как-то ощутимо. И самое фановое в том, что о результатах челленджа узнает весь сервак. Кто, когда умер и от кого там, от какого типа моба. Ну, если это сдох какой-нибудь нубик 7-го уровня от волка, это неинтересно. Но если это кто-то 50+, то там прям чат взрывается от соболезнований. И гораздо мощнее чат взрывается, когда кто-то все-таки достигает 60 уровня, не умерев ни разу. Это что-то такое фееричное. Чат там общий, в нем сидит Орда и Альянс, что тоже добавляет эпичности. Особенно я запомнил воина, который выполнил челлендж и апнул 60-й без смертей. Его прям максимально поздравили. Все-таки класс не самый простой в прокачке. Ну, чувак справился, получил свою заслуженную долю фана. Красавчик. Я посмотрел на это все, поставил своего вара в гараж и тоже захотел выполнить челлендж. Посмотрим, что из этого получится, какая будет награда. Ситуацию осложняет еще и то, что сервер PvP. Да, условия Айронмена подразумевают, что PvP смерть не считается, если там кто-то вас убьет. Но, тем не менее, это все равно сложно. Гриффинг еще никто не отменял. Если хардкорщиков даже на PvE серверах убивают, находят способы, то на PvP этих способов еще больше. Бедолагу можно фернуть, подпулить к нему мобов или еще что. Фантазеров хватает. Ну, на то это и хардкор, чтобы было непросто. Так что я попробую. Стримчики по Ваниле Плюс будут на 2-м канале. По понятным причинам. Если кто-то меня потеряет, стримчики по Вечной Классике на БК на этом канале. Так что я буду вам максимально благодарен за подписку и тут, и на 2-м канале. И за то, что досмотрели видео до конца. И за то, что поставили лайк, тоже спасибо. Вы просто красавчики. Всем всего хорошего, до встречи.